Всем привет! Я уже показывал, как монтировать натяжной потолок своими руками без нагрева. В этом же ролике я покажу, как сделать такой же натяжной потолок, но уже со световыми линиями. Естественно, монтаж тоже будет производиться без нагрева. Тем более, что теперь реально и несложно самому сделать интересный и современный натяжной потолок с помощью комплекта натяжного потолка и профиля для световых линий, который можно купить на Озон или Валберес. Световые же линии на натяжном потолке – это современное решение для дизайна помещения. Они представляют собой световые полосы, находящиеся на одном уровне с поверхностью потолка. Монтаж я буду производить вот в таком помещении. Это тамбур частного дома. У меня все необходимое уже закуплено, и сейчас я вам покажу комплект, чтобы вы понимали, как все это выглядит. QR-код на магазин вы видите на своем экране. Можно выбрать и приобрести все необходимые комплектующие для монтажа натяжных потолков и для создания самых разных световых линий. Итак, в коробке меня сразу встретила инструкция по монтажу и наклейка на потолок, видимо подарочная. Далее идет само ПВХ-полотно под размер моего помещения. Закладные для светильников с термокольцами, но нам они не нужны. Шпатель для заправки полотна в виде деревянной лопатки. Закладная под люстру, нам она тоже не нужна. Декоративная вставка-заглушка и гарпун для фиксации полотна в профиль. Багет, к которому как раз натягивается полотно. Прямые подвесы. Дюбеля и черные саморезы, еще саморезы, но уже клопы, обвод трубы, в данном случае он не понадобится, суперклей и перчатки, которые положили в подарок. В комплект они не входят. А еще там должен был быть малярный скотч, но он выпал, пока я тут готовился к съемкам. Это основной комплект натяжного потолка. Но у меня есть еще одна коробка. Тут сам профиль для световых линий. Он напилен по 1 метру, и это удобно, так как можно приобрести необходимое вам количество профиля. Как его соединять, я покажу в процессе монтажа. Также в этом комплекте уже есть для этого весь необходимый соединительный крепеж, гвозди, саморезы и бандажные полосы. Еще в магазине я также заказал дополнительные необходимые мне комплектующие для монтажа, не входящие в комплект. Это двусторонний скотч, клей Акфикс 702, блок питания, подробнее покажу чуть позже. Но остальные буду вскрывать по факту и показывать при монтаже. Сейчас просто перечислю дополнительный комплект. Это светодиодная лента, заглушки для световых линий, двойной гарпун, светорассеивающая вставка, скотч алюминиевый и вот, кстати, нашел смолярный. А еще кронштейн-уголок. Первое, с чего нужно начать, это разметка. Какой делаю отступ от потолка? Для этого я замеряю высоту профиля световых линий. В моем случае он 45. Значит, я ищу самую низкую точку по периметру и на всякий случай еще добавляю 5 мм. Все-таки потолок обшит досками, они имеют определенные неровности. Далее я устанавливаю телескопическую штангу и лазерный осипостроитель. Без штанги тоже можно обойтись, и я годами работал без него, но штука намного упрощает работу. Без лазерного уровня тоже можно обойтись, пройдя по кругу самым простым пузырьковым. Ну и по получившейся линии даю метки карандашом. Переходим к багету. Он выглядит так. Передняя стенка гладкая, а задняя с зазубринами. Вот таким образом он будет крепиться к стене. Монтаж багета начинается обязательно с угла, и для этого нужно заднюю стенку надрезать. Я буду это делать болгаркой, но можно и обычной ножовкой по металлу. В комплекте идут дюбели и черные саморезы, ими я и буду крепить к стене. Когда доходим до другого угла, тоже важно, чтобы в нем был изгиб, как отмечаю я. Можно, конечно, рулеткой, но я делаю по-другому. Беру багет, переворачиваю его и даю метку. Далее отнимаю 8 мм и также надрезаю заднюю стенку. Хорошо то, что стены из шлакоблока, никакого бетона с арматурой, в которую мог попасть бур, не было. Но появилась другая трудность. Дверь была с фрамугой.
соответственно высокая, а над ней, как оказалось, в качестве перемычки металлический уголок. Бур его, естественно, не взял, а такого, что и металл бурит, у меня с собой не было. Поэтому я использовал кронштейн уголок из комплекта. Сначала я его, конечно, примерил, отметил, сколько выпирает лишнего, подрезал ребро жесткости и согнул в этой части. Почему просто не отрезал? Да потому что тогда бы были острые края, о которые можно легко задеть полотном и порвать. А так все надежно. Ну а стыки у багета нужно обязательно проклеить малярным скотчем или лентой, чтобы также не было острых краев. Далее перехожу к разметке мест под цветовые линии. Вот такую схему мне дал хозяин дома. Конструкция будет Г-образная. Можно, конечно, с рулеткой дать все метки, но лазерный осью-построитель этот процесс упрощает. Две перпендикулярные линии в заданном положении и все готово. Остается только продублировать карандашом. Вот такой профиль я буду использовать для световых линий. Начиная с того, что два отрезка напиливаю под 45 градусов для будущей стыковки. Удобнее, конечно, это сделать на торцовочном станке, но я решил болгаркой. К сожалению, диаметру круга не хватило допилить до конца, поэтому тут же выручила ножовка по металлу. Собственно, ей можно и всю работу сделать, если больше ничего нет. Примерно вот так должно выйти. Но получившийся угол нужно еще скрепить. Для этого в комплекте есть гвозди, которые нужно согнуть пополам, предварительно откусив шляпки. Перед соединением торцы прохожу надфилем, чтобы не было заусенцев. Когда все готово, вставляю согнутые гвозди в пазы и соединяю угол. Далее конструкцию переворачиваю и стягиваю ее оконным уголком. Его я брал отдельно. В комплекте также есть вот такие алюминиевые пластины. Одну нужно согнуть под 90 градусов и прикрутить с внешней стороны конструкции. Так угол будет максимально жестким. Прямую часть нужно соединить по тому же принципу. Далее, когда я убедился, что конструкция правильного размера, нужно к торцам прикрутить заглушки. В основном комплекте натяжного потолка есть прямые подвесы. Именно на них я и буду крепить световые линии. Тут потолок деревянный, и это мне упростило задачу. Если же у вас бетонный, то придется бурить перфоратором. Как подвесы готовы, мы подняли конструкцию, и я закрепил все на саморезы. Сами подвесы же хороши тем, что пилить их не нужно, достаточно просто загнуть.
У конструкции, как вы помните, есть места стыков. Их нужно обязательно проклеить алюминиевым скотчем. Во-первых, чтобы через них не просвечивал свет за полотно, а это будет видно. А во-вторых, чтобы снова защитить потолок от острых краев. После этого можно переходить к светодиодной ленте. Я ее сразу надрезал на 2 отрезка по длине конструкции и соединил проводами. Тут, если обратите внимание, я пока бегал с камерой, перепутал плюс с минусом, и его позже пришлось перепаивать. Далее я обезжириваю профиль и приклеиваю к нему ленту. Ну и в конце, конечно, нужно все это дело запитать, отключив линию от сети. Блок питания ленты нужно обязательно, чтобы был с доступом. Тут под него хозяин дома приготовил нишу под потолком. Он ее, правда, еще не облагородил, но этим он займется уже позже. Итак, все готово, чтобы протестировать. И это нужно обязательно сделать перед тем, как натянуть потолок. Все отлично, все работает. Теперь небольшая подготовка к основной работе. Необходимо гарпун нарезать на полосы 15-20 см. У гарпуна одна сторона короче другой, и запасовывать нужно будет при помощи шпателя короткой стороне к стене. И наконец-то очередь дошла и до самого полотна. После распаковки нужно обязательно убедиться, где лицевая сторона, чтобы не напутать. Можно даже с краю дать маркером метку для уверенности. Монтаж начинается с середины любой стены. Первый отрезок гарпуна нужно ставить не до конца, чтобы при необходимости скорректировать положение полотна. А чтобы убедиться, что полотно прихватил верно, я подтягиваю его к каждой стороне. Везде должен быть запас, прямо впритык быть не должно. Размеры полотна всегда больше, чем само помещение, поэтому это не проблема. Если прихватил не в том месте, гарпун можно вытащить и передвинуть полотно. Как только я убедился, что прихвачено правильно, я перехожу на противоположную сторону и, натягивая, фиксирую аналогичным способом. Далее повторяю операцию с оставшимися стенами. Полная заправка полотна производится от середины стены к углу во избежание складок, поочередно заправляя полотно на соседних стенах. И так со всех сторон. Делается все по сути несложно, и здорово, что все в наше время можно купить на маркетплейсах, причем разных цветов и даже с фотопечатью. А для тех, кто делает в первый раз, то в этом магазине есть даже инструктор по монтажу, который на связи с 8 до 17 по Москве. Always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.
play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. После того, как натягивать закончил, обрезаю остатки полотна строительным ножом. Здесь нужно быть предельно внимательным, чтобы случайно не задеть потолок и не порезать. Если где-то образовались складки, то их можно удалить с помощью строительного или даже бытового фена, который в наше время есть, наверное, в каждой ванной. На крайний случай можно взять и у соседки. Теперь перехожу к монтажу декоративной заглушки вставки. Вот так она выглядит. Вставлять нужно гнущейся стороной к стене, хотя по-другому у вас и не получится. Край необходимо подрезать под 45 градусов и начать с любого угла, надевая на заднюю стенку профиля, помогая шпателем. Потолок с этой вставкой уже имеет законченный внешний вид. Главное, чтобы стены были ровные, иначе наоборот вся кривизна будет подчеркиваться. И это касается и обычного потолочного плинтуса. Осталось довести до ума и сами световые линии. Для этого понадобится двойной гарпун. Чтобы состыковать в углах, одну сторону этого гарпуна нужно подрезать на 2 см. По какому принципу нужно будет подрезать, вы поймете чуть позже. Далее прямо под световыми линиями я прохожу потолок обезжиривателем. Наношу суперклей и начинаю ровно посередине проклеивать его вдоль профиля. Отступ от края должен быть 2 см. Как видите, при подрезке в 45 градусов одна сторона профиля получается короче. Именно поэтому гарпун я и укорачивал с одной стороны. В конце также гарпун не доводится до края 2 см. Далее гарпун нужно разрезать надвое небольшими частями и заправлять в профиль. Сначала я попытался это сделать деревянным шпателем, но он оказался слишком толстым для этого. Из подходящего у меня была только отвертка, она идеально для этого подошла. На торцах в углах профиля полотно подтягивается и приклеивается либо на двусторонний скотч, либо на суперклей. Ну а образовавшиеся складки также легко убираются с помощью фена. Ну и наконец я вскрываю последний пакет, он со светорассеивающей вставкой. Его нужно подрезать под необходимые вам углы и вставить в профиль, он туда легко защелкивается. Большой плюс световых линий в том, что они дают возможность соединять полотна разного цвета и фактуры без спайки пленки.
Может показаться, что на покупку комплектующих для световых линий требуется больше денег, чем на привычные всем точные светильники и люстру, но фактически ваши затраты будут равны. И не нужно забывать, что световые линии – это самый энергоэффективный тип освещения, а за счет самостоятельного монтажа можно значительно сэкономить – до 50%. Чтобы вам не искать, ссылки на все основные товары я оставил в описании. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите под видео. Если вы считаете, что ролик был полезен, то лучшая награда для канала – это ваш лайк и комментарий. На этом все. Всем добра и всем пока!